Итак, мы приехали в Долину Любви. Правда, Google привел нас на смотровую площадку сверху. Сейчас попробуем подобраться ближе. Ну вот мы внизу. И первое, что надо сказать, не берите экскурсии. Возьмите лучше машину или такси, потому что куда интереснее изучать все самому, в тишине и не торопясь. Да и вообще все базовые красивости в 5-15 минутах езды от Гюрюме. И если вы приехали на пару дней, то этого будет вполне достаточно. И если вы хотите красивые фоточки, то самые красивые цвета по классике на рассвете и закате. Долина Любви и правда красивая, особенно на начале заката, когда солнце еще попадает внутрь. Обязательно спуститесь с нее, не оставайтесь на смотровой. Много времени на нее можно не закладывать, полчаса, ну максимум час. Сегодня у нас программа максимум, нужно очень много чего успеть. И первым делом мы поехали на машине куда-нибудь, что-нибудь посмотреть. И первая точка, куда мы приехали, это Пасабаш. Сейчас посмотрим, что это. Итак, снова открываем учебник, чтобы узнать, что же такое Пашаба. Вообще, это такие же жилые пещеры, как и все в Каппадокии. Но чтобы добавить значимости этому месту, на экскурсиях говорят, что тут уже сотни лет выращивают виноград и делают самое лучшее вино, каппадокийское, конечно же. А также существует легенда, что это долина монахов, которые использовали эти грибочки как кельи. Тут же есть церковь Святого Симеона, на верхних этажах которой даже сохранились фрески, но в наш визит туда нельзя было попасть. Но все равно было очень прикольно ходить там и разглядывать все углубления, представлять, как тут жили, мысленно заполняя картинку недостающими частями интерьера. Вход сюда стоит 25 лир с человека, а ехать от Гюрюме всего минут 5. И в целом на визит можно заложить минут 30. Офигеть, тут прям целый сад абрикосовых деревьев. И все тут кушают. И бедное дерево подыхает от жары. Вау, интересно, почему их тут никто не собирает? Так, никто не говорил, что рвать абрикосы нельзя. Написано это нигде не было. Но они такие вкусные, прямо с веточки. Капец, нам очень повезло, что мы слетали на шарах вчера, потому что сегодня очень сильный ветер. И шары, конечно же, не летают. Вот, мы сегодня хотели с утра встать их посмотреть, но не смогли встать. В итоге они так и не летали, так что нам повезло. Надеюсь, завтра все будет классно, и с утра все-таки увидим шары с балкона, а не с шара. Так, мне опять натерло ногу сланцами, поэтому пришлось придумывать пластырь из подручных средств. Итак, как оказалось, если вы покупаете билетик в Пашабар в этот же день, то в Зильве этот билетик тоже действует. Так что 25 лир за оба парка. Класс! Зильве – это огромный монастырский комплекс, возникший здесь в IX веке. До 20-х годов 20 века, до обмена населением между Турцией и Грецией, здесь жили греки. А потом на их место переселили турок, которые жили здесь аж до 50-х годов 20 века, пока не возникла опасность разрушения. То есть, прикиньте, всего-то 70 лет назад, когда весь мир восстанавливался от Второй мировой войны, здесь люди жили спокойненько в пещерах. Ну, что такого? Видеть это реально впечатляюще. Весь комплекс состоит из 3 частей, между 2 из которых даже есть тоннель. Ну и так как Зильве просто огромный, мы на такой жаре не смогли бы посмотреть все, так что остановились на 1/3 и ни о чем не жалеем. Все-таки мы решили, что путешествие будет неторопливым и не обязательно расшибаться, чтобы все при все посмотреть. Куда лучше остановиться, выдохнуть, насладиться моментом, запомнить его во всех деталях и красках, а потом двигаться дальше. Вот и мельница. Какого-то космического цвета по сравнению с ландшафтом дерева. Голубое прям.
И вот сам храм. Обалдеть. Сохранились рисунки. Ну, так-то местечко для города очень уютненькое. Здесь всякие домики, магазинчики и так далее. Там вот мы уже посмотрели, церковь была. И тут посередине такая красивая долина с деревьями разных видов причем. И, возможно, тут даже была речка когда-то. Ну, наверное, она зимой, может быть, есть здесь. Сейчас пересохла, потому что так сильно жарко, что здесь даже деревья опрыскивают водой прям сверху, чтобы они не зажарились. Ну и напоследок быстро расскажу про наш отель, потому что материала у меня куда меньше, чем впечатлений. Отель называется Charming Cave. Он довольно крохотный, тут всего-то номеров 5. Его открыла семья, и уже несколько поколений вся эта семья работает в этом отеле. Все как полагается. Мужчины встречают гостей, помогают, решают вопросы, а женщины готовят, ухаживают за цветами и кормят кошек. Абсолютно все они делают с любовью, поэтому в отеле идеальная чистота, все пропитано теплом и домашним уютом. На крыше есть потрясающая терраса с коврами и подушками, чтобы гости делали знаковые каппадокийские фоточки с шарами. Во внутреннем дворике кресла-качалки и лежанка с подушками, где мы прятались от палящего солнца и работали днем. А братья носили нам бесплатные отпадные домашние лимонады, хотя мы ничего даже не просили. Кстати, этот отель идеален для тех, кто работает тем, что весь день открыта кухня, где можно пить чай, кофе, лимонады, соки, брать печенюшки, все сколько захочешь. Завтрак у них тоже отпадный. Помимо стандартного турецкого набора, каждый день приносят разные фрукты, десерты, готовят омлет или скрэмбл. А вот полноценного ресторана для обеда или ужина у них нет, но вы можете заранее заказать что-то из меню, и мама своими золотыми ручками приготовит вам такую вкуснотищу, что вы еще долго будете завидовать всей этой семье за то, что они едят это каждый день. Кстати, если вы заработались и прозевали обед, братья даже могут предложить вам остатки с их семейного обеда, но представляете, с каким теплом они относятся к гостям? Короче, я еще долго могу его нахваливать, но правда, эта семья и этот отель остались в самом центре моего сердца, и я рекомендую его от всей души. Ну что, завтра мы уже выселяемся рано утром. Это был наш последний день в Каппадокии, резюмируя наше проживание в пещере. Если вдруг кто-то действительно хочет пожить в пещере, то здесь есть несколько нюансов. Первое — это плюс, конечно же, безусловно, то, что когда на улице жара и пекло, здесь всегда прохладно. Дальше в основном минусы. Во-первых, в Каппадокии порода очень такая песчаная, и, соответственно, вся пещера, которая сделана из этой породы, она очень хрупкая. И поэтому с потолка падает песок. Да, он падает на кровать, благо как бы в глаз нам пока еще ничего не упало, вот, но кровать все время приходится отряхивать от песка. Далее минус: если вы берете самый дешевый номер, то, скорее всего, у вас не будет окна. Здесь есть отели, которые также сделаны под пещеру, которая находится на этажах выше, и у которых есть окно, но это не прям такая уж классическая пещера, то есть это как бы уже больше декорации, а здесь наоборот, здесь декорации внутри как бы пещеры, то есть мы прям в классической пещере. Ну и, конечно, самый главный плюс — это когда ты живешь в такой аутентичной деревушке, где все сделано из камня и песчаника, и ты приходишь потом в свой номер, заходишь и оказываешься в такой же аутентичной пещере. Это позволяет тебе максимально погружаться в историю этого места и ощущать ее прямо вот на себе. В общем, такая история. Сейчас мне позвонили с ресепшена, попросили помочь с русским гостем. А я выхожу, там приехал мужчина русский, он плохо разговаривает по-английски, и, соответственно, они друг друга очень плохо понимали, просили моей помощи. И спустя там 15 минут, как я ушла, в общем, стучаться к нам, и вот комплимент. Приятно.
Доброе утро с террасы нашего отеля. Даже не верится, что позавчера мы были в одном из них. Это что-то невероятное. Когда мы летали, был ветер сильнее обычного, как нам сказали в конце. И поэтому мы очень быстро пролетели мимо Гермей и не залетели в сам город. А сегодня они парят прямо над городом. Вот и все, покидаем это чудесное место. Я надеюсь, мы сюда еще вернемся, потому что этот отель просто как дом. Так уютно, так комфортно, вкусная еда. Эх.